Привет, мои дорогие! Сегодня очень интересные новости. Советую всем смотреть их до конца. Очень много всяких вещей. Начнем с названия. Россия не остановит свое наступление. Об этом заявил Путин сегодня, выступая после встречи ОДКБ и участников ОДКБ. Там длинный спич есть у меня в Телеграме, если кто хочет послушать. Я так коротко буду говорить. И, конечно, к логическим выводам выйдем, потому что вот эти вещи, которые говорил Путин, не очень хочет слышать Запад. Тем более мы слышим звонок со стороны Трампа, что задача мирных переговоров и уступки России – это остановиться. Но нет, там... Это хитрость будет, понимаете? Это не уступка будет, это хитрость Запада будет. Если они остановятся, то те смогут хотя бы какую-то передышку сделать. Потому что мы видим, как опять все начинает затормаживаться. То есть они уже там в какую-то попытку и какой-то попыткой это делают. Опять же, Путин также замечает для всех, что американская сторона действительно хочет пойти на какие-то... Точнее, не пойти, а найти какие-то способы для перемирия. Но у нас есть европейцы, и с той же американской стороны есть, давайте их назовем акционерами войны. Что с одной стороны, что с другой стороны. А Зеленский это просто управляемый и приносящий дивиденды, можно так сказать, как внутренней элите и так далее. И по деталям разберем, почему Путин говорил об этом. Президент России Владимир Путин заявил, что российские войска способны захватить всю территорию Донецкой области, а вооруженные силы Украины могут потерять боеспособность. Так они уже и так потеряли, тем более с тем, что произошло, дорогие мои. Я имею в виду с тем, что разбили их все склады. Конечно. По словам Путина, а что дальше? Дальше Комсомольск, севернее Купинск, Славянск, Северск. В Комсомольске уже идут боевые действия. Он также отметил, что российская армия, по его словам, почти взяла под контроль Волчанск и находится в 1,5-2 километров от Гуляйполя, после чего, как утверждает Путин, пойдет дальше. Путин добавил, что, по его мнению, те, кто на Западе понимает, к чему может привести ситуация на земле, требуют от Киева некоторых уступок. И что сворачивание фронта, по его словам, неизбежно. Я думаю, знаете, мое мнение, если Киев идет во все тяжкие, а он идет действительно во все тяжкие, то они будут фортификации делать уже где-то в районе Киева. И, думаю, они уже начинают их делать. Опять же, были заявления по поводу Запорожья, о том, что его могут превратить в жизнепригодный город. Днепр также, Харьков могут превратить. Вот эти три города, в непригодные для жизни. Причем это сделает украинская сторона. Они не захотят уходить. Они могут эвакуировать людей специально, чтобы можно было мочить по городу. Либо они, как обычно, не будут ничего говорить. Вы помните, когда Зеленский про шашлыки в мае рассказывал. То же самое, то есть усыплять бдительность и впоследствии, вы знаете, чем это заканчивается. Огромными жертвами и страшными вещами. Те, кто пережил Мариуполь, те, кто пережил Северодонецк и другие такие города, Мариуполь достаточно большой город, там в сравнении с тем же Северодонецком. Так они расскажут, как семьями жили в подвалах, грелись, готовили на улицах. С детьми, дорогие мои, без воды, без ничего. Это не очень такая перспектива, я скажу. Поехали дальше. Путин заявил, что договариваться с Украиной сейчас невозможно юридически. Я вам поставлю видео это. Нам нужно, чтобы наши решения были международно признаны основными международными игроками. Одно дело, территория находится под российским суверенитетом, и в случае нарушения договоренности это будет нападение на Россию со всеми вытекающими, дорогие мои, ответными мерами России. Или это будет восприниматься как попытка вернуть законно принадлежащую территорию Украине. Поэтому нам нужно признание, но не от Украины, дорогие мои, сегодня. Сейчас, одну секунду. Мне, как обычно, кто-то начинает писать, когда... Это просто какой-то кошмар. Он сказал, что Украина по территориальным вопросам должна провести референдум. При этом Путин сказал, что в будущем мы сможем договориться с Украиной. И заявив... я не знаю. Я смотрел это.
не могу сказать, что так, как написано. Вот сейчас я вам поставлю, там, допустим, о договороспособности с Киевом, дорогие мои. Слушай. Как только отменяется военное положение, выборы президента надо провести, референдум надо провести, сформировать новый конституционный суд надо. Это начать и кончить. Никогда не закончится. Поэтому нам, по большому счету, конечно, мы хотим договориться в конечном итоге с Украиной. Но это сейчас просто практически невозможно. Невозможно юридически. От них, кто может, кто хочет, тот пускай ведет переговоры. Нам нужно, чтобы наши решения были международно признаны основными международными игроками. Вот и все. Ну, вы услышали, да, в каком контексте было. Конечно, мы хотим договориться с Украиной. Ну, я бы такой, ну, по-другому бы это сказал бы. Окей, подписывать документы с нынешним украинским руководством бессмысленно. Оно допустило стратегическую ошибку, побоявшись провести президентские выборы. Вот на что идет ставка. О том, что с Украиной разговаривать не о чем, потому что там полностью нелегитимное правительство. Я потом переведу вам на русский язык. Поехали, второе его заявление, которое он делал. Мы до сих пор получаем заходы о прекращении боевых действий там. Войска Украины уйдут из занимаемых ими территорий. Вот тогда и прекратятся боевые действия. Не уйдут, мы добьемся этого вооруженным путем. Вот. Ну, как бы лаконично все сказано. Дорогие мои, я просто объясню, что такое теперешнее, да, украинское руководство. Это значит, все то, что происходило, все те жизни потеряны, вся та пролитая кровь, которая была за это время, это просто все впустую. И он также это делал заявление, что это будет, ну, честно говоря, не хорошо, да, для итогов всего. И перед людьми в том же числе, и перед теми матерями с обеих сторон причем. Точнее, с обоих сторон, да, и, дорогие мои, остается все та же конченная власть, которая привела всю Украину к войне. Это он также рассказывал про воров, да, которые там научили европейцев воровать, да, в больших количествах, вот, украинских воров. Ну и вы знаете, да, я всегда назову это слово, это Кучма, дорогие мои, потому что с него началось воровство и разворовывание. Он продал весь флот, он порезал все самолеты, он кучу всего сделал, он распродавал всю Украину, и вот сейчас это зеленая гнида, его реинкарнация, да, которая продолжает продавать дальше. Так вот, если сейчас договориться с этой украинской властью, но мы потеряем сразу же Одессу, Харьков потеряем. Туда навезут уже в Одессе. Одесса прекрасно знает, что такое интервенция украинских националистов в огромном количестве. Понимаете? Во время мира им никто не мешает говорить на русском языке. Они сами себе даже не мешают. Но когда начинается война, они резко отходят на какой-то правый бок и потом начинают там, а вот ты говоришь на русском и так далее. Это всего лишь, знаете, какие-то зацепочки, на которых они начинают народ просто угнетать. Не то, что уничтожать, а угнетать, порабощать и так далее. И вот если мы оставляем власть Зеленского, а значит оставляем всю кучмовскую вертикаль вместе с националистами, да, нацистами, с тем же Ющенко, да, и всем остальным, ну, я имею в виду всем тем, кто с 2013 года Украину превращал плавно постепенно, да, вот в тот организм, который потом как небратский народ, да, относился к своим соседям, абсолютно ко всем. У нас, давайте так, у нас Россия вражеское государство, да, у нас Венгрия вражеское государство, уже Словакия вражеское государство, Беларусь вражеское государство, да, и Приднестровье. Это то, что окружает Украину.
Ну, и также хочу напомнить, да, такой мудрости, которая говорит о том, что один раз это случайность, второй совпадение, а третий раз закономерность. Ну, так извините меня, посмотрите, какое количество государств, врагов вокруг Украины, именно благодаря вот тому руководству, которое есть сейчас. И если сейчас с ним идти договариваться, то туда подсосутся Макроны, которые там сегодня турки тоже заявляли, потому что Макрон там вместо турков расписывался, кто будет там охранять Зеленского в Украине, дорогие мои. Поэтому тут логичный вывод, да, почему нельзя сейчас останавливаться, да, на мирных переговорах. И мирные переговоры должны пройти под каким-то там временным правительством. Ну, понятно это, что дорога открывается для Порошенко и старого этого тертого калача, которого мы все прекрасно знаем, для того, чтобы они взяли на себя, как они это делали там в 2014 году, да, а потом провели выборы. И уже после выборов, да, там, вот то, что касается для нас, одесситов, на самом деле, в то положение, которое вот сейчас есть, я имею в виду не пробитых, да, те, которые действительно одесситы, любят свой город, которые знают, что произошло за время Украины с нашим городом, что мы потеряли, да, во время правления Украины, то для нас тоже не очень приятное такое окончание и очень даже обидно, я бы так сказал. Но он ведет к тому, чтобы при новом руководстве были проведены референдумы. Также референдум должен быть проведен в Украине, вот о том, чем я читал, на Донбассе и в Украине. Да, то есть должны пройти референдумы тех регионов, при которых следующие какие-то действия со стороны Украины будут говорить о том, что они напали на Россию. Ну и с вытекающими из этого. Поэтому для того, чтобы действительно мир состоялся и был устойчив, нам нужно убрать первопричину. Первопричина, вы все прекрасно знаете, что это. Ну, не знаю. Для Зеленского, мне кажется, что все закончится очень плохо. Очень плохо. Ну, также намекал на это, вы знаете кто, и сам Лукашенко по этому поводу. Поехали дальше, дорогие мои. Хочу показать вам, ну, как это сказать, ужас, да, который претерпела Украина на данный момент. Я сейчас прочитаю, это очень такое больное. В Ивано-Франковской области сотрудник ТЦК нанес тяжелые повреждения мобилизованному, который отказался от медосмотра, сообщает прокуратура. Я такие не выкладываю, но это я считаю, что... Когда мужчина отказался пройти флюорографию, подполковник умышленно нанес ему не менее 5 ударов в область паха. В результате пострадавшему потребовалась археэктомия – это удаление одного или обоих яичек. Военкома выдвинули подозрения и отправили его под стражу без права залога. Ну, я вам гарантирую, что его выпустят. Я просто это оставил, и вот эту мразь оставил, потому что это не твои дети. Какое ты право имеешь это делать? То есть, вы понимаете, да, вот этот кучмовский режим берет ублюдков, он же еще подполковник, извините меня на секунду, который просто на человека смотрит, как на грушу, которая ему еще что-то должна, и бьет ее так, как будто эта груша принадлежит ему. Но этот мальчик, которому он отбил, я не могу называть это, он лишен своего потомства, его род лишен потомства. Мама растила этого мальчика для этого ублюдка, чтобы он его лишил 5 раз ударить. Понятно, что ботинком, мразь. И била именно в то место. Сейчас хочу вам показать 2 украинок. Это наши, как это сказать, наши... чем можно похвастаться, да, можно сказать так, нации этой. Смотрим. Придумали план. Ми будемо стояти в Мілані, робити різні пакості людям, обливати каву і казати, що ми з раси, що ми росіяни. Всі будуть вірити і думати, знати, які росіяни, малювати їм портрет. Що ми перші зробимо, Катя? Розіб'ємо вікно. Насрем на центральній площаді. Це будеш робити ти. І казати, а я про Раша, а я про Раша. Ти будеш не кричати за
Ну, вы поняли, да? Это вот, я не знаю, это наше достояние, можно так сказать, Украины вот сегодняшнего дня. Да, вот это вот дерьмо, которое там, ну, вот считайте, война началась там в 22 году, да, а вот эта вот вся трансформация Украины началась еще, можно так сказать, с Ющенко, да. И вот это вот, вот одно у нас и на второе. Да, вот этот вот подполковник, который избивает чужих детей и лишает их там, вы сами понимаете, мужского, да. И вот эти две, которые готовы пойти в Италии и насрать там на площадь. И потом сказать, что это сделали россияне. Чем гордиться? Вот это гордость нашей нации, серьезно. Украинцы, они более славны, чем другими вещами славные. На самом деле. Очень много и ученых, которые, да, там помогали во время Советского Союза там, разрабатывать всякие вещи. И оружие, да, которым пользуются сейчас против Украины, создавали украинцы. И вот это вот, ну, это настолько упасть, а эти рейтинги IQ, насколько они валяются. Окей. Вы помните историю, которую я вчера рассказывал по поводу того, что разбили склады Зеленскому и так далее. Вот я видео дал ребятам, которые выложили его у себя в ТикТоке. Смотрите, на следующее утро уже аккаунт заблокирован. У них оперативно ТикТок так именно помогает. Знаете, ТикТок — это такая китайская машина, как многие говорят, да, которая не хочет брать на себя какую-то ответственность. Если какое-то государство написало жалобу на своего там подписчика, то они им проще забанить, чем нести какую-то ответственность. Ну это же какой-то кошмар. И причем же нет офисов, да, чтобы ты мог там или в суд подать и так далее. Но нет такого. И это же не только мне банят. А там достаточно подписчиков, да, которые, ну, смотрят там короткие видео эти, да, ну вы знаете, прекрасно. Окей, есть еще интересные новости, да, которые... Сейчас чутка по фронту пойдем. Ну, не совсем глубоко, а именно то, что Deep State, да, конечно, глубоко мы идем по фронту всегда вечером. А потом уже там еще некоторых смешных вещей я тут понабирал, так что готовьтесь, дорогие мои. Deep State сообщает о хаосе в обороне Гуляйполя. Когда подразделения покидали позиции, происходил дружественный огонь, а 9 человек попали в плен. По информации паблика, ситуация была на грани потери поселка, но в настоящее время ее удалось стабилизировать. Обострение начались с потери Полтавки и Успеновки. Попытки отбить позиции оказались неудачными. Россиянам удавалось прорваться через оборону ВСУ. Один из батальонов потерял управление, а люди были брошены на произвол судьбы. Почти 2 роты, не зная, что делать, начали массово покидать район Зеленого Гая и Высокого. Перед этим командование направило в район дополнительные силы, что привело к дружественному огню. 4 пилотов FPV были взяты в плен. Deep State сообщает, что для поддержания, ну, это очень хорошо, что вот этих вот взяли в плен, что для поддержания обороны были направлены группы прикрытия, но 5 бойцов были захвачены россиянами западнее Зеленого Гая. Ситуация на сегодняшний день стабилизирована. Я их обожаю, эти Deep State тоже. Уже про СБУшный, что ли, становится Deep State. Благодаря взаимодействию подразделений и переброске 225-й ОШП или ОШП, одного из лучших подразделений ЗСУ, что позволило замедлить продвижение россиян и выставить новую линию обороны. Ну, окей, по данным паблика, пленные были расстреляны, однако информация не подтверждается официальным данным, поэтому правоохранительные органы и военный омбудсмен начали расследование произошедшего. Если взяты пилоты, я не думаю, что их там расстреляют. Я думаю, ну, у них будут перенимать какой-то определенный опыт, дорогие мои. Поехали дальше. Переговоры по миру в Украине могут продлиться еще несколько месяцев. Это пишет «Экономист». Лица, близкие к переговорам, говорят о серьезном прогрессе, сблизившем некоторые позиции Украины и России. Однако при этом никто не верит, что Путин согласится на последнюю версию мирного плана, согласованного Украиной с Рубио в Женеве. Я хочу сказать так, сколько планов было? Потом эти планы хватают, начинают менять, переписывать, и продолжается дальше война. А как мы видим, все, что сопровождают все эти мирные планы, это по 250 дронов, которые просто каждую ночь кошмарят. Вот же мне присылают же подписчики. Я имею в виду с российской стороны.
И Крым кошмарят, и не только Крым кошмарят, вот и Ростов-на-Дону, да, и другие города кошмарят, вот там и Воронеж влетел в дом. Это вот так вот сопутствуют у нас мирные переговоры. То есть зеленая гнида продолжает делать то, что делала, и при этом она там рассказывает, и вот это свое грустное хлебало вечно засовывает там в свои эти вечерние, там, я не знаю, ну, я называю это спичи, да, там, речи свои, и показывает, как будто ничего не происходит. А Запад слепой. Запад только, вот я читаю статистику, да, только сколько Россия ударила. А сколько по России ударили, никто вообще ничего не говорит. Процесс идет не в пользу Украины. Переговоры направлены на согласие российских требований с украинскими уступками. И последнее слово, вероятно, останется за Кремлем, пишет экономист. Это он пишет как раз совсем в другую сторону. Обвинить руководство Америки, да, там, администрации Трампа и так далее, что они вот идут на уступки России, они не уступки, они не воюют против России для того, чтобы сделать так, чтобы Россия... Мы же слышали сами от Трампа, дорогие мои, о том, что он говорил, что мы заставим Россию сесть за стол переговоров. Хотят, значит, воевать, будем там то, будем это. Все, просрали все эти логистические накопления, остались без ничего. Сейчас вот бедные бегают с обугленной жопой и не знают, что делать. На какие там ковришки можно уговорить Россию. Так а России-то надо реально выполнить все цели СВО. А для того, чтобы их выполнить, надо зеленую жабу выгнать. Ну так они всегда впереди паровоза ставят эту зеленую жабу. Мы подходим к моменту, когда люди должны будут сказать: да, мы согласны. Или нет, все кончено. Сказал источник, допустив, что Россия может смягчить свою позицию в самом конце процесса, который в лучшем случае продлится еще несколько месяцев. А как? Вопрос. Если Россия говорит: выведите войска с Донбасса, а они говорят, жирная свинья в парламенте говорит о том, что Украина никогда не отдаст там ни Крым, ни Донбасс. Воюем до конца. Причем у этой жирной твари его дети где-то там в Европе или в Лондоне бегают. Понимаете, да? Там уже есть фотографии, да, как он там, его там сын или кто там в ТикТоке там прикалывается. Окей, у нас в Украине запускается вот такая новость, которую никто мимо ушей пропустили. Укрзалізниця ведет ежечасное движение поездов между Львовом и Киевом. С 14 декабря с запуском нового графика на 26 год Укрзалізниця вводит ежечасное движение поездов на маршруте Киев-Львов-Киев. Перевожу на русский язык. Эвакуация. Просто вот они будут целыми составами вывозить людей из Киева. Каких людей? Понимаете, да? Обычный люд, ну сколько там, в Киеве до войны 4 миллиона жило. Сейчас я не знаю, сколько там осталось. Ну, понятно, что там из других территорий, я имею в виду из тех, которые там сейчас в зоне боевых действий, много людей сейчас там находится в Киеве. Ну, Киев дороговатый, но в любом случае там хоть какая-то работа есть или что-то там есть. В любом случае это, знаете, синдром столицы. Он как был до войны, он и сейчас во время этого. Ну вот сколько нужно таких поездов? Ну, если ежечасно, это значит 12 поездов. Я не знаю, сколько в поезде и какое количество людей можно одним составом вывести. Ну вот они специально для этого и запускают. Уверенные автобусы, да, там запускаются и так далее. Но с поездом проще, потому что автобусу нужно там блокпосты проезжать, там каждый блокпост будет проверять документы и куча там всяких проблем. Но сам факт, видите, готовится не к перемирию, а готовится к эвакуации, потому что прекрасно понимают, что режим Зеленского при утрате власти идет сразу же на длинный долгий срок или на гильотину. Окей. Обвиняемых по делу о взрыве на Крымском мосту приговорили к пожизненному сроку. Всего на скамье подсудимых оказалось 8 человек. Роман Соломка, неудивительно, да? Владимир Злоб, Георгий Азатьян, Артем Азатьян, Александр Былин, Олег Антипов, Артур Торчинян и Дмитрий Тяжелых. Им вменили совершение теракта, незаконный оборот оружия и взрывчатки. Кроме того, Соломка и Торчиняну было предъявлено обвинение в контрабанде взрывных устройств.
Взрыв на Крымском мосту произошел рано утром 8 октября, когда этот чувак ехал на фурии, он даже сам не знал, на нее взорвали этого чувака, всех нашли. В 22 году на автомобильной части моста взорвалась фура, начиненная взрывчаткой, спрятанная в упаковках полиэтиленовой пленки. Всех нашли, всех поймали, всех осудили. Значит, органы работают так, как надо. Не за там какие-то высказывания в ТикТоке, да, людей садят, а именно ловят тех, которые действительно... Ну, понятно, что за высказывания в ТикТоке тоже там нормально так отхлобучивают. Поехали дальше. У нас тут Политико. Сейчас 2 секунды, да. Я что-то это самое ушел не туда. В следующем году, дорогие мои... Слушайте внимательно. Европейская комиссия профинансирует страны Балтии, которые понесли экономический ущерб вследствие санкций ЕС против России. Это что? Знаете, это когда 3 дурака отстрелили себе ноги, а Евросоюз им теперь делает костыли. Ну, не костыли, а такие, знаете, эти не импланты, а как эти ноги называются. Вы поняли, да? Ну, вы поняли, о чем я говорю. В голове болтается, а так это... То есть, но своих ног было не жалко. Зачем? Просто отстрелили. Весь бизнес убежал, все убежали, все там посидели, посмотрели на этот патриотический дух, поняли, да что тут ловить. И все слиняли. Остались без денег. Теперь они будут их, вы поняли, да, спонсировать. Одной Украины мало, теперь и этих туда приписали. Ну, не зря, как говорится, эстонизация происходит, да, в Европе. Неплохо так они устроились там в Еврокомиссии, я вам скажу. Чем, как говорится, дальше с мирными переговорами, тем больше успехов на фронте. Российские военные начали заходить в Гуляйполе Запорожской области, сообщает украинский военный «Тень». Этой ночью враг заходил ДРГ в Гуляйполе. Ну, это он так написал. Не вражеская ДРГ, а враг заходил в ДРГ. Враг проводит очень сильные штурмы на этом направлении. Каждый день россияне пытаются продавливать позиции техникой и закрепиться на новых участках. Возможно, уже к концу этого месяца враг будет вести бои на окраинах Гуляйполя. Также есть попытки перекрыть логистический маршрут из Доброполя, сообщает он. Но тактику России уже даже американцы поняли. Подходим. Не заходим, подходим, делается инфильтрация малыми группами между щелями их, а параллельно дрончики, или как их назвать, операторы БПЛА, ну вы поняли, да, то есть они начинают делать килл-зону, то есть они перерезают все трассы для помощи. И это очень хорошая тактика, потому что там захлапывается огромное количество там, войск, можно так сказать, ВСУшников, да, потому что если идти в лобовую бить их, да, то есть получается, что и ты теряешь очень много, особенно, ну, нападающая сторона очень много теряет, а те могут спокойно разбежаться. А если их обрезать через килл-зону, как делают Рубикон, то они и убежать не могут, и воевать не могут, потому что нечем воевать. И получается, что они сдавливают эту килл-зону. Ну и уже понятно, что уже подходят туда и забирают их там уже тепленькими, можно так сказать. Некоторых холодненькими забирают. Так что так. Окей, идем дальше. Европа думает об ответных действиях против России на залеты дронов и диверсий, сообщает Политика со ссылкой на источник. Европа это, опять же, это наши прибалтийские тигры, это они думают. Европа особо и не думает. Идея вирусится от киберопераций до внезапных военных учений. Россияне постоянно проверяют границы дозволенного, каков будет ответ. Насколько далеко мы сможем зайти, необходимо более активный ответ и сигнал, посылающий не слова, а действия, заявила министр иностранных дел Латвии. Байба Браж. Все, на этом можем заканчивать. Вы поняли, да? Европа. Оказывается, у нас Европа имеет свой центр не в Брюсселе, а в Латвии. Это Байба себя называют всей Европой. Они будут ответные меры. Это просто жесть какая-то. Окей. Рейтерс пишет, что
Прежде чем обсуждать возможное развертывание войск для создания потенциальных сил безопасности, необходимо достичь перемирия между Украиной и Россией, заявило Министерство обороны Турции. Это на те слова, которые заявлял Макрон, да, по поводу того, что мы будем вводить туда войска, там британские, да, французские и турецкие. Турки такие: алло. А это же, я помню, сразу же после этого заявления был созвон между Эрдоганом и Путиным. Наверное, уточняли этот вопрос. Это серьезно так? Ну, вы поняли, дорогие мои. Так, они все никак не оставят Евроклир. Ну, я имею в виду Урсулу фон дер Ляйен. Все так хотят российские деньги. Путин тоже сегодня об этом говорил, что это реальное воровство. Реальное воровство, и они сразу же применят такие же механизмы к тем активам, которые находятся в России. Руководство Евроклир предупредило, что план ЕС по использованию замороженных российских активов может обернуться серьезными последствиями для европейской экономики, сообщает FT. В письме, направленном главе Еврокомиссии фон дер Ляйен и председателю Европейского совета Шарлю Мишелю, говорится, что реализация схемы репарационного кредита Украине за счет средств России будет восприниматься международным сообществом как конфискация. Это может подорвать доверие инвесторов к европейскому суверенному долгу. Как-то так, дорогие мои. Ну и еще чуть-чуть, терпите, пейте кофе, просто слушайте. Ну, я хочу собрать максимально для вас. Вот у нас хорошенькая статья от New York Times, дорогие мои. Россия достигла такого уровня производства дальнобойных ракет, которое позволяет ей не только регулярно наносить удары по территории Украины, но и создавать запасы вооружения. Об этом на закрытой встрече в Киеве заявил представитель Дональда Трампа Дрискл, сообщает New York Times со ссылкой на 2 западных чиновников. Именно этот аргумент, по словам источников, стал ключевым в обращении Дрискла к европейским дипломатам с призывом как можно скорее добиться мирного плана соглашения между Киевом и Москвой. Давайте вот просто скажу, что они всегда оттягивают время. Ну, европейцы. То есть, я уже говорил, да, там, томагавками пугали, тем пугали, потому что они хотели их там скопить, где-то ударить, сделать удар. Завезли, все перебили, все разбили. Конечно же, если Россия видит логистику, как оно идет, ну, там поймали 2 граждан Украины, которые работали на Россию, поэтому россияне, есть граждане Украины, которые работают на Россию. Так что есть хорошие украинцы, адекватные, а еще есть те, которые помогают России победить Зеленского, дорогие мои, включая меня. Так вот, они расставляли камеры по Польше, чтобы смотреть, что заходит в Украину. И, конечно же, они видели, когда это все заходит. Где-то там какой-то дрон висел, запускали этот дрон, он смотрел, куда эта логистика ведет. Есть также те украинцы, которые на территории Украины докладывают, куда что зашло, куда что пошло. То есть они берут маркеры, передают эти маркеры всем тем агентам, которые есть, и те агенты уже следят за ними. Потому что, откуда ты знаешь, что это за машина проехала? А когда у тебя есть данные, что эта машина ехала из Польши и перегрузилась вот в такую-то машину, у тебя есть такой маркер, который отмечен, да, с меткой. И она передается, они дальше уже следят по всему маршруту. А потом это все выбивается, логистика. Полностью. Так вот, он еще об одном аргументе говорит, что... И также Трамп заявлял об этом, что ВПК России работает сейчас, наверное, и за того дурака тоже. То есть я имею в виду там и за Америку, да, и за Канаду, которая где-то вообще отскочила уже. Ту Австралию вообще не слышно. Японцы сейчас пытаются там что-то Китай натянуть, науськать там и пойти на какие-то, да, там военные действия с Китаем. Потому что Китай постоянно там не стравливают, я имею в виду, вот начинается вот это вот с Тайванем.
Ну, там это отдельная тема, она длинная, долгая и так далее. Если расфигачить Тайвань, если кто не знает, если его расфигачить, вот тот завод там, TSMC, который находится, Apple, Microsoft, Intel, AMD и другие там всякие компании, они просто уйдут в ноль. Сразу же, в один момент. Поэтому это называется это маленький островок, который охраняют все. Потому что компания TSMC находится там на 8-м или каком-то месте, она находится в списке самых там крупных, да, там, компаний с большим доходом. Но первая там тройка или четверка зависит как раз от них. Если их размочить, то весь этот рейтинг вниз посыпется, дорогие мои. Так что он очень лаконично объяснил, что у России сейчас огромный потенциал. А этот потенциал на накопление, которое идет, как раз и будет закрывать вот те вот пробелы, которые по этим прибалтийским тиграм и по Финляндии. Ну и тем, кто захочет там стрельнуть. Там шведы очень хотят стрельнуть, да, там, с датчанами. Вот для чего эти накопления идут. Не просто, да, когда они там в дефиците постоянно сидят, а именно с накоплениями. Хорошая новость, тоже очень. Окей, поехали дальше. Еще у нас тут политика. Вот, и потом еще одна новость и все. США настаивают на заключении мирного соглашения до того, как начнутся переговоры о предоставлении Украине гарантий безопасности, заявил секретарь Марко Рубио. Объясняю, что это такое. Что надо максимально быстро сейчас договариваться, потому что для Америки это целый такой длительный процесс, вот, при котором там, они будут эти гарантии безопасности там, предоставлять и будут соглашаться или нет, это затянется на очень долго. Поэтому лучше сейчас все остановить, а уже потом уже соглашаться со всем. Но для того, чтобы сейчас остановить, нужно пойти на договоренности, которые требует Россия, да, на те условия, которые требует Россия. Ну так Россия этого заслуживает. Заслуживает на самом деле теми действиями, которые есть. И я бы, знаете, как сказал, не то, что теми действиями, и не только теми действиями, которые есть, а теми реакциями на всякие плохие вещи и на позитивные вещи, которые проводятся на протяжении всей войны. К примеру, кто-то украл, он умер. В Майами он дом себе не купил, не уехал. То есть борьба с коррупцией, да. Технологии изучения, инвестирования в технологии, технологии войны. Понимаете? Вот посмотрите, Украина какое-то время лидировала в дронах, раз, и появляется Рубикон, и становится, туда инвестирует государство. Не кто-то там через гроши на фронт, да, собирают, а именно государство инвестирует туда. Расширяется штат до 5000. И что сами украинцы говорили о том, что у них была эта пальма первенства, они ее просрали. И вот в этих всех вещах, да, Россия как раз и с правильно принятыми решениями и выигрывает эту, и заслуживает эту победу, дорогие мои. Поехали. Все вы слышали, да, о том, что в Америке прямо возле Белого дома застрелили 2 нацгвардейцев, и угадайте, кто это сделал? Ба-бам! Афганец это сделал. Ну, я вам расскажу, тут интересная вещь есть. Застреливший 2 военнослужащих США оказался гражданином Афганистана. Министерство внутренней безопасности США сообщило, что гражданин Афганистана по имени Рахманулла Ланкван, короче, не могу правильно прочитать, был ранен и арестован. В настоящее время он госпитализирован, сообщает издание. По данным источников правоохранительных органов, в настоящее время он не сотрудничает с властями. Ну, этот кейс мы можем закрывать. Понятно, что Трамп будет делать все, что угодно, чтобы вычистить из Америки всяких иммигрантов. Ну, то есть они будут показывать именно, и уберу это лицо, они будут показывать всякие прецеденты, которые связаны непосредственно с иммигрантами. Но есть одно но. Рубио, катаясь по другим странам, вот сейчас опять же там утечки всплыли, да, и там кто-то на него настучал, можно так сказать, катаясь по другим странам, говорил, чтобы они проводили такую же политику по иммигрантам. Это сейчас копают под Рубио, потому что Рубио как самый замотивированный, да, можно так сказать, и он же госсекретарь, кто сейчас хочет, опять же, те звонки, которые они там выкинули, да, показывают, что сторона Америки
идет на, типа, якобы на поводу у России. Ну, на стороне России. И работает с Россией непосредственно. Поэтому они телефонным звонком выковыривают Уиткофа, а вот тем, что они выбросили статью, что Рубио приезжал там в Канаду, в Австралию и во все эти другие там страны, которые, и говорил их руководству, что вот вам нужно обязательно отрабатывать кейсы по иммигрантам, для того, чтобы не одна Америка их выкидывала, а другие тоже. Тоже может быть ложью, 100%. Специально для того, чтобы разбить всю ту, как это сказать, это не коалиция, а как же не группу, всю, бог с ним, дорогие мои, всех тех людей, которые замотивированы, чтобы остановить эту войну. То есть ВПК сейчас, американская ВПК, европейская, британская ВПК сейчас тратит деньги на вот эту вот информационную машину, чтобы выбить тех людей, которые действительно хотят остановить эту войну по инициативе, опять же, Дональда Трампа, да, и администрации Трампа, и его желанием. Окей, мои дорогие, на этом все. Ого-го, 40 минут, простите. Надо было это все обсудить. Подписываемся обязательно, кто не подписан. И я вас всех обнял.